Всем привет, меня зовут Полина, и я просто обожаю создавать необычные костюмы. Если вы хоть раз видели игру Borderlands, то не сможете ее забыть. Ее визуальный стиль и дизайн персонажей многие годы вдохновляют косплееров со всего мира. Безумная Мокси – яркий неигровой персонаж всех частей Borderlands. В этом видео я сделаю подробный разбор ее платья из третьей части игры. Даже если вы не занимаетесь косплеем, то вам может быть интересно посмотреть, как создаются копии костюмов. Создатели Borderlands 3, как обычно, позаботились о косплеерах и выпустили подробный гайд. Но одно дело видеть картинку, и совсем другое создать настоящий костюм. Мой разбор будет состоять из 3 частей. В первой части я коротко расскажу о персонаже, потому что для создания костюма знать такую информацию очень полезно. Во второй части расскажу, из каких частей состоит платье Безумной Мокси, а в третьей части дам вам советы по выбору ткани, потому что правильный подбор материала – это уже половина успеха. Итак, кто же такая Безумная Мокси? Это очень многогранная и харизматичная женщина. Она умеет позаботиться о себе, занимаясь бизнесом. Иногда она работает в баре, а иногда организует смертельные поединки. С одной стороны, Мокси может выглядеть как ветреная особа, которая любит секс и меняет любовников как перчатки, но на деле она семейный заботливый человек. И если она выходила замуж, а это было несколько раз, то была верной женой. Как же эта информация поможет нам при создании костюма? Прежде всего, мы создаем яркий и сексуальный образ. Это значит, не стесняйтесь максимально открыть и увеличить грудь при помощи пуш-ап-подкладки, если природа обделила вас большим размером. Тут все просто. Чем больше, тем лучше. А при выборе ткани мы должны учитывать, что лучше не выбирать такую, которая выглядит дешево. Мокси не обычный бармен, она хозяйка бара. И вообще на протяжении всей серии игр она довольно влиятельный человек. Так что лучше постараться, чтобы ткани и фурнитура не выглядели нищебродскими. Давайте более подробно поговорим о платье Мокси. Самый главный вопрос, который мы должны задать, на чем оно держится. Очевидно, только на харизме, потому что лиф такой формы сам по себе на груди держаться не может. Если хотите сделать лиф в точности, как на картинке, без изменений, то его придется тупо приклеить к себе, иначе никак. Этот вариант больше подойдет для фотокосплея. А если вы планируете все-таки носить платье, то самый адекватный, на мой взгляд, способ создания такого наряда – это посадить платье на готовый бюстгальтер. Так вы решаете целых 2 задачи. Это хорошая посадка платья и необходимый некоторым пуш-ап. Я купила как раз такой лифчик, который хорошо сидит на фигуре без бретелей. Если вы хотите посмотреть подробное видео о крое этого платья, то пройдите по ссылке в описании или подсказке. Платье Безумной Мокси состоит из 2 частей. Верхняя часть красного цвета и серая сорочка. Можно шить все эти части вместе. Для того, чтобы правильно соблюсти пропорции, мы отметим основные конструктивные линии. Это линия груди, линия талии, линия бедер и линия колен. Линия талии проходит по самой узкой части фигуры, а линия бедер, наоборот, по самой широкой части. Из-за формы юбки не очень четко видно, где проходит линия бедер, так что я прикидываю на глаз. В принципе, нам достаточно только примерных пропорций, и также мы отмечаем середину переда и середину спины. И теперь нам становится понятно, где именно находятся все элементы платья. Например, передний разрез платья начинается примерно посередине между линией талии и линией бедер. Можно сделать чуть пониже. Застежка платья и передний разрез находятся на линии принцесс. Это такая линия, где обычно делают выточки на обтягивающих костюмах. Она проходит как раз через центр груди. Подробнее о конструктивных линиях можно узнать из моего видео о разметке манекена. Разрезы на юбке сзади начинаются где-то на линии бедер. Их можно сделать по линии принцесс. Верхняя красная юбка загибается до линии колена. Значит, ее нужно сделать чуть пониже. Если аккуратно сопоставить линии на картинке с линиями вашей фигуры, то платье будет выглядеть очень похожим, потому что вы не промахнулись с пропорциями. Отметим еще несколько важных деталей. Платье якобы держится на пуговицах, но лучше сделать его на потайной молнии. Старайтесь вообще избегать застежек на пуговицах в обтягивающих костюмах. Они очень некрасиво топорщатся и портят силуэт. Пусть лучше пуговицы будут декоративными.
Обратите внимание, какая красивая подкладка на юбке. Таким образом, красная юбка двуслойная. Между ее слоями как раз можно пришить что-то вроде ригелина, чтобы низ юбки загибался так, как вам нужно. Перейдем к выбору ткани. Принт красного платья очень необычный. По задумке дизайнеров, красная ткань раскрашена не только в полосочку. На ней есть еще едва заметная винтажная текстура. Серая ткань в нижней юбке раскрашена изнутри и снаружи крупными светлыми спиралями. И, судя по всему, мне придется раскрашивать эту ткань вручную, а такие вещи нужно обязательно учитывать при подборе материала. Почему? Потому что я планирую использовать акриловые краски по ткани, а они, между прочим, не особо-то дружат с синтетикой. Таким образом, нам подойдет, например, какая-то плотная ткань из хлопка с небольшим количеством эластана. Вот пример подобной ткани. Что-то вроде вот этого. Это красная джинсовая ткань с эластаном. Этот лоскут остался у меня от другого проекта, и когда я пойду в магазин, то буду искать что-то подобное. Но в идеале немного потоньше и чуть-чуть поэластичнее, но тут уж как повезет, никогда не знаешь, что будет в магазине. Итак, я рассказала вам о том, о чем я думаю еще до того, как покупать ткань в магазине и делать выкройку костюма. Этот подготовительный этап, он очень важный. Напишите, пожалуйста, в комментариях, делаете ли вы вообще что-то подобное. И интересен ли вам, в принципе, такой формат видео. Если да, то я обязательно в дальнейшем буду разбирать костюмы других персонажей. Но на этом все. Пока-пока, увидимся!